Друзья, приветствую! Наконец-то я снял этот обзор по просьбе многих людей, многих подписчиков, кто пишет мне в личку, пользователи, мои клиенты, говорят, какие продукты, какие коктейли, как их пить, что сочетается, что в них находится, можно ли только один пить. Сегодня будем разбираться, какие вкусы есть, какие вкусы вкусные, какие вкусы невкусные, да. Ну, для всех это все индивидуально, но я лично за себя скажу, все продукты, все достойно. То есть здесь, ну, вопрос чисто индивидуальный, восприятие, вопрос восприятия. Давайте теперь будем разбираться, какие у нас все-таки коктейли есть и по консистенции, и по составу, потому что они один от другого отличаются. И в этом обзоре мы не только поговорим, какие вкусы есть, но и также затронем момент, как все-таки это дело приготовить правильно. А кто досмотрит до конца, я расскажу, где взять, ну скажем, ладно, по секрету скажу вам, есть сервис, где можно задать галочками, какие коктейльчики у вас есть по вкусу, и он вам выдаст целую кучу рецептов, как можно сочетать эти коктейли между собой, но об этом чуть позже. Итак, я их разделил грубо на две группы такие. То есть здесь шоколад, шоколадное печенье, капучино, да, и дыня. Здесь у нас вот эти вот вкусы, они густые, скажем так. То есть для тех, кто хочет вот прямо только начать попробовать, я рекомендую все-таки вот эти вкусы, они более легкие, комфортные, скажем, заходят абсолютно всем. Это традиционно клубничный вариант, он вообще вот must have для всех, кто хочет и только начинает пробовать. Я рекомендую начать с него. Ну, есть еще ваниль, пиноколада, маракуйя. Вот эти вкусы, они очень, ну, скажем, легко даже размешиваются. Грубо говоря, даже ложкой можно размешать, а в шейкере, вот в ручном, вообще очень прекрасно мешаются. Итак, давайте теперь будем говорить, какие вкусы на что похожи, чтобы, вот, допустим, вы только начинаете, и вам хочется взять какой-то вкус, но вы его еще не пробовали. И вот со слов моих вы сейчас составите какое-то представление о каждом продукте. Вот, популярный must-have, кстати, продукт для того, чтобы делать пудинги. Это очень такой продукт, подходящий для этого. Дыня. Дыня, она прямо и в Африке дыня, да. Дыню, если смешать хоть с чем-то, она все равно останется коктейль дыней. Этот продукт, он густой, даже гуще, чем вот эти все три вместе взятые, наверное. Этот продукт, если он чуть постоит, он вообще как пудинг превращается в желе в такой. То есть можно есть ложкой. То есть не нужно пить его, можно есть. Конечно, можно пить, но это будет трудно, скажем. Здесь вот у нас по нутриентной составляющей 10 грамм белка. Есть коктейль у нас капучино. Есть коктейль у нас шоколадное печенье. И что их отличает, в капучино белка, ой, извините, белка, клетчатки больше, чем вот здесь в остальных коктейлях. Поэтому имейте в виду, кто хочет как-то разнообразить, меняйте вкусы. Сочетайте, это будет ну, лучшим решением, нежели заострить внимание на каком-то одном и постоянно его использовать. У нас есть шоколад. Шоколад вкус, он, ну, практически как и шоколад, да, с таким легким, ну, он не молочный вкус, сразу скажу, это не продукт, допустим, как восстановление силы 24, он не легкий, он вкус, ну, я бы, допустим, с ванилью бы смешал, чтобы был такой более приятный шоколад. Он не горький, но он есть чуть-чуть такой, несколько горчинка есть такая. Ну, это на любителя, в общем. Я спокойно воспринимаю это нормально для меня. Для кого-то тоже будет нормально, кто любит. Но это нужно попробовать просто. Вообще рекомендую я иметь два продукта, я имею в виду коктейля Формула-1, чтобы вы их могли как-то сочетать.
Допустим, один день вы используете один вкус, допустим, другой день другой вкус, третий день вы их сочетаете. Ну и сочетать можно в разных пропорциях. Можно сочетать, допустим, 1 к 3 или по как-то 50 на 50. То есть, ну, тоже все по-разному. Вкус капучино. Капучино, вот, коктейль такой, один из тех коктейлей, которые можно пить, даже лучше пить теплым или даже, я бы сказал, слегка горяченьким можно пить. Очень хорошо, вот в блендере мешается, и можно с молоком, допустим, сочетать. То есть такой продукт, ну, вот я рекомендую для тех, кто вот прямо хочет продлить вот это ощущение, кто, допустим, кофе, да, мы все пьем, ну и хочется как-то с утра правильный кофе. И вот этот почти а, будет заменителем вам. Я рекомендую еще сочетать с пина-коладой. Пина-колада и капучино. Вот прямо будет прекрасное сочетание. Кто не пробовал, попробуйте. Конечно, пина-колада будет меньше, чем капучино по порциям. Смотрите, чтобы у нас большая часть была капучино, а все остальное это дополнение. Всегда смотрите, чтобы у нас коктейль, ну, скажем, если вы хотите, чтобы он, допустим, больше клубничный оставался, то делайте, конечно, в пропорциях больше клубничного, нежели какого-то другого. Шоколадное печенье вкус. Тоже густоватый вкус. А, ну, скажем так, там содержатся такие кусочки маленькие, похожие на печенье, да, возможно, это и печенье есть. Я, если честно, не вдавался в подробности, но суть в чем, что когда они, допустим, в ручном блендере вы взвешиваете, они не взбиваются, то есть они как шариками такими разбухают и становятся, то есть их можно как бы и пить, и одновременно жевать. То есть вот такой двойной эффект может быть. Для тех, кто хочет как-то жевать, допустим, пожалуйста, можете использовать. Я же все коктейли мешаю в блендере. В блендере это все взбивается на раз, никаких кусочков не разбухает, ничего. Все в мелкую крошечку, все прекрасно. И такая плотная консистенция получается. Очень приятный вкус. Понравится почти 99%, точно так же, как и клубничный коктейль. Ну, про шоколад я уже рассказал. Шоколад сочетается и с шоколадным печеньем, и с капучино. Вот дыня, она как бы индивидуальна, скажем, она мало с чем сочетается, но все же есть рецепты, когда их можно сочетать. Можно сделать пудинги, то есть слоями. То есть это можно быть шоколад, дыня и еще какие-то варианты, может будут у вас. Вообще вы можете придумывать свои рецепты, делать то, что вам хочется. То есть нет никаких жестких рамок, все продукты между собой сочетаются. Не переживайте, не испортит один другого. Все будет хорошо. Давайте перейдем к вкусам, которые по консистенции помягче, попроще. Я вам потом приготовлю и тот, и другой вариант. То есть эту группу и эту. Вы увидите примерно, что я имею в виду под словом консистенция. Досмотрите до конца. Это видео постараюсь сделать не затянутым, чтобы вам было ну, комфортно смотреть. Как я уже сказал, универсальный вкус, дыня легкий, воспринимается всем, ой, извините, дыня клубничный. То есть этот продукт, он, ну, подходит, он не жесткий, не клубничный, никаких у них вот этих вот так не знаю, приторных запаха, ничего такого нету, он очень мягкий. Все вкусы натуральные, ингредиенты, которые дают вкус, все идентичные натуральному. То есть все безопасно, не переживайте. Пина-колада. Пина-колада, ну, я думаю, всем известно. Сладкий вкус. Сразу скажу, ну, как сладкий? Чуть послаще, чем клубничный. Клубничный такой легкий вкус, это чуть послаще будет. Но имейте в виду, все вот сладости, консистенции, все можно регулировать, грубо говоря, водой. Чуть больше жидкости, меньше сладкий. Чуть меньше жидкости, больше густой, например. Ну, я имею в виду, вы поняли. Ну и основа, на какой основе вы будете делать. Если вы, допустим, делать хотите на кисломолочных продуктах, допустим, хотите сделать слоями свой коктейль, пожалуйста, пина-колада будет идеально. То есть это тот продукт, который будет прямо термостатный, безвкусный йогурт какой-то делать прямо идеально вкусным. Вот этот весь продукт будет прям, ну, вот то, что нужно. Давайте идем дальше. У нас крем-брюле. Ну, я думаю, конфеты «Коровка»
в районе сгущенки, да, вот эти вот вкусы вареные вы, наверное, помните еще. А может, кто-то еще и потребляет. Ну, смотрите сами, да, какой выбор все-таки вы делаете. Примерно что-то похожее, такой же сладкий, слаще, чем клубничный коктейль пина-колада, ну, чуть слаще, чем ванильный. То есть этот продукт тоже идеально с кисломолочными продуктами. Ну и идеально также для того, чтобы сочетать, допустим, с шоколадом или шоколадным печеньем. Ну и также подходит для сочетания с капучино. Вот. У нас часто используют. Кому-то нравятся сладкие вкусы, они прямо их используют. Пина-колада, маракуйя. Маракуйя, ну, я бы не сказал, что он сладкий, но примерно как клубничный. Маракуйя, он такой легкий тоже вкус. Можно делать холодным, то есть прямо даже со льдом можно делать. Летом это идеально, в жару освежает. Такой перекус даже очень было приятно делать. Ну, для идеального завтрака также имеет место быть. Кто-то любит этот вкус, его используют, ну, большей части своей преобладающей. То есть, ну, я использую все вкусы, как вы видите, у меня здесь все есть, люди приходят, используют, соответственно, я тоже это все использую. Ну, конечно, у меня есть свой фаворит, о нем я чуть позже расскажу, то, что я использую. И сам ваниль традиционно нейтральный вкус, который сочетается практически со всеми вкусами. Ну, я вот выделил бы, конечно, дыню, да, потому что дыня с ванилью сочетается. Дыня это все равно будет, даже если вы чуть-чуть положите, все равно будет дыня вкус. Поэтому этот вкус сочетается со всеми, даже он сочетается с новым коктейлем Green Max. Я думаю, выпуск уже посмотрели. Все прекрасно, прямо дополняет его. Вот этот вкус, помните, наверное, в кафе мороженое вот эти вот коктейли делают на молоке. Только здесь он будет белковый. Если вы даже сделаете его на молоке и сделаете легким холодненьким таким, будет вот прямо напоминать вот этот вот коктейль, который э, делается на молоке и мороженое. Только этот белковый, этот полезный. Сочетается с клубничным. Ну, я уже сказал со всеми. Рецепт потом в конце посмотрите там, где я скажу посмотреть, и вы будете уже знать, как примерно ориентироваться. По консистенции они все плюс-минус одинаковые. Легкие, комфортные, без всяких комочков мешаются. Вообще, в принципе, все коктейли перемешиваются даже в ручном режиме, в шейкере, без всяких комочков и всего остального. При условии, если вы налили сперва воды вот сюда, а потом насыпали сухую смесь. Это основное правило, я думаю, всех в кулинарии это знают. Мы никогда не сыпем муку, например, или коктейль, а потом льем воды. Конечно, так делать нельзя, потому что большая часть прилипнет на стенках или если в стакане, в шейкере, это все прилипнет. Не нужно так делать. Делаем вот по технологии. Мы в воду добавляем сухую смесь. И коктейль у нас, ну, как я уже сказал, маракуйя, да, вот мы уже в конце, я просто оговорился, изначально забежал вперед, показывал на крем-брюле. Э, Вот эти вкусы все я рекомендую попробовать по одному в течение какого-то времени обязательно и найти свой вкус. Вы не переживайте, он в любом случае у вас используется. Если у вас в заказе будет сразу все 9 вкусов, вы в любом случае их съедите. Вы найдете решение. Даже вдруг вам не понравится дыня, вы на сайте, где я вам скажу, найдете тот рецепт, который прямо сделает дыню чуть ли не один из ваших любимых вкусов коктейлей. Вот поверьте, многие сперва как-то непонятно, как-то им не зашло, а потом распробовали. Есть же такое, да, слово «распробовал». Вот, здесь то же самое. Пробуйте, просто пробуйте разные продукты. И сейчас мы тоже перейдем к дегустации и приготовлению. Давайте сразу про порции. Сколько нужно ложить ложек, сколько нужно ложить вилок, потому что все у нас те еще хозяйские люди, да. Для этого компания придумала вот такую мерную ложку и специально написала на банке, что нужно делать 2 столовые ложки. 2 столовые ложки. На новых коктейлях уже пишут не 2 столовые ложки, а мерные ложки. То есть уже
ну, компания понимает, что у каждого человека, клиента идет вот такая ложка. Если вам вдруг, вам кто-то продал коктейль, не дал такую ложку, ну, я не знаю, у кого вы купили. Вообще любой консультант дает вот такие ложки для того, чтобы вы, ну, адекватно использовали продукт. 2 ложки столовые, 3 мерные, вот эти ложки, 3 мерные. Не вот эти, и не эти, и не эти, а вот эти, 3 штуки. То есть мы взяли, грубо говоря, ну, условно, без горы, чуть-чуть, может быть, какой-то сверху небольшой объем, и высыпали в жидкость 3 ложки. Что будет, если я положу 5 ложек? А ничего не будет, будет вам еще лучше. Объясняю. Здесь в коктейле на 3 ложки 10 грамм белка. Сколько в одной ложке получается? Ну, условно 3, да? Ну, если мы поделим на 3, 10 грамм, ну, грубо, будет 3. 3 грамма белка. Если мы положим 5 ложек, то это 3 умножить на 2, то есть плюс 2 ложки сверху, да, это 6 грамм белка. 10 плюс 6 это 16 грамм белка. За один прием организм усваивает, ученые так установили, но это еще и такой спорный, недоказанный факт, 30 грамм белка максимально. Остальное он не использует, не усваивает, выводится в виде калорий, может даже использоваться организмом. И вот, у вас еще в запасе очень много до этой границы, 30 грамм белка, ложек. Можете сделать не 5, а 10, и у вас будет 30 грамм белка. И все равно это будет безопасно, и все равно это будет полезно. И можете сделать не так, можете сделать 4 ложки, допустим, коктейля и 1 ложку формула-3 белок. Вот этот будет правильный коктейль. Но я все же рекомендую, и компания также рекомендует, эксперты, золотую формулу 3 плюс 2. 3 мерных ложки коктейля и 2 мерных ложки белка. Если мы это сделаем на основе молока 50 на 50, то будет примерно 25 грамм белка. И это идеально будет для завтрака. Это будет чувство сытости. Почему люди не испытывают сытость от коктейля? Первая ошибка может быть: налили слишком много жидкости и положили 2 ложки коктейля. Ну, посчитали, что вдруг это так экономнее будет, мне на дольше хватит. Но вы, ребята, поймите, это не лекарство, на дольше не надо растягивать. То есть это не тот продукт, который надо растягивать. Вы картошку можете растягивать там на годы, а этот продукт нужно есть много и сейчас, чтобы вам же сейчас нужно самочувствие улучшить, фигуру улучшить. Это тот продукт, который нужно есть вместо хлеба, вместо картошки. Вот это вот то, что нужно. И поэтому написано 3 ложки минимум. Делайте 3 минимум. Не нужно делать из 21 порции или 20 порций здесь 50. Это неправильно. Почему? Потом вам консультанты задают вопросы, почему вот вроде как все правильно, вроде как вы должны были уже там поменяться, улучшиться, что-то у вас все должно быть, результат какой-то, а его нет. Но просто оказывается, что вы используете коктейль, ну, не так, как нужно было. Ну, вот такие ошибки, да. И я сейчас говорю, вы просто имейте в виду, что основная такая правильная рабочая формула, если у вас ну, есть формула-3, коктейль, белок, чистый белок, 3 плюс 2, то есть 3 этого, 2 мерных ложки белка. Если вдруг белка нету, ложите смело 4 ложки хотя бы. То есть и такого коктейля 2 раза в день, а лучше 3. Это будет вот прямо лучше. Помните про норму белка, да, я уже в одном из видео говорил, и у меня есть видео на канале, где эксперт Анастасия Кургинян в диалоге с ведущим, который задает вопросы, и они раскрывают полностью тему про белок. Вот ее посмотрите однозначно. У меня есть плейлисты, и там все это есть. Раздел про питание. В общем, посмотрите. Или вебинары. Туда тоже может быть продублировано и там, и там. Итак, давайте теперь какой-нибудь коктейль вскроем. Давайте вот с густого, допустим, я вам сейчас покажу, какой вкус по консистенции, точнее, и вообще по смеси, вот шоколад, да? И как он будет, когда мы его смешаем с водой. Такая мембрана. Вскрывать можно разным способом. Да? Можно будет с помощью канцелярского ножика, можно рукой, в принципе, без проблем все это дело отрывается. И, конечно, у нас встает вопрос, если нет ложки, да, вообще никакой ложки, ну, в принципе, можно и на глаз насыпать. Ничего страшного не будет, поверьте, вы полбанки точно не высыпите. И если уж хочется, можете сделать вот такие вот крышечки, да, высыпать. Ну, это сейчас вам такой
экспромт колхозный, то есть если вам хочется действительно и нету ложки, как это сделать? Просто насыпали под крышечку, то есть вот такой объем. Вот это примерно будет равен вот этим 3 ложкам. Вы высыпали и все. И у вас это все есть. Значит, что я имел в виду, когда делал разговор вел разговор вот о таких ложках. Вот так примерно выглядит по объему. То есть а, консистенция, вот она высыпается вот так, да, то есть не сыпучая прямо, как вот эти коктейли, они прям полегче. То есть, ну, я думаю, здесь понятно. Э, Плотно, скажем, плотная консистенция. Подходит для выпечки, как шоколадное печенье, для вафель подходит и шоколад. Но я все же рекомендую шоколадное печенье использовать и уже добавлять в шоколад для того, чтобы получились, допустим, те же вафли или еще что-то. Шоколад, и из него делаются маффины тоже. Ну, добавляя. Я думаю, книгу рецептов уже многие видели. При обзоре на Формула-1 коктейль, вы ее там должны были увидеть. Я как-то касался этого вопроса, что можно будет готовить. И еще я упоминал в одном из видео, что можно готовить, в принципе, из коктейлей. Итак, давайте теперь сделаем... Так, что у нас есть тут? Так, пина-колада. Пина-колада. А я вот сейчас, наверное, распакую вам крем-брюле. Покажу вам по консистенции. Они примерно даже по цвету могут быть темного цвета и тот, и другой. Но я вскрою вам по-другому. Я вам сейчас покажу интересный такой момент, как можно это все делать по-другому. Чтобы не брать горочку, то есть я взял, ножичком подрезал и взял вот таким образом. И вот об этот краешек раз и снял горочку. Если вы переживаете вдруг, что, ну, как-то вот по-другому не сможете, да, то есть, ну, вот так с горочкой будет. Но имейте в виду, что можно же набрать плотную, да, горочку и вот так вот взять. Это очень будет плотная концентрация. Вы не делаете так, вы просто не заморачиваясь, как вот взяли коктейль, вскрыли, подняли и все. Вот она такая сыпучая смесь получается. Она отличается по структуре. Я вам сейчас покажу, как это будет в тарелочке, в тарелочке выглядеть, то есть и там, и там. То есть, ну, давайте вот сейчас смешаем и вкус крем-брюле получается, и шоколадное печенье. И вы примерно поймете, как они по виду и по консистенции, густоте. Я буду ложить ровно 3 ложки, как показано в инструкции, на 250 плюс-минус около 300 миллилитров. То есть здесь можно регулировать. 250-300. Я вообще не заморачиваюсь и делаю на глаз. То есть я беру, просто беру, наливаю воды. Ну вот примерно вот столько вот в стакан в 500 миллилитров. Где-то 270, может 300, может получилось. Ну так. Вы посмотрите просто, как вам будет заходить, приятно, вкус, может быть, вам сильно сладко будет или еще как-то. Можете чуть-чуть воды, но ни в коем случае не убирайте количество ложек, не надо. Делайте количество жидкости чуть больше. Если не влезло за один раз, не страшно, он не испортится, попейте его чуть попозже. Все же, ну, в течение, я имею в виду, вот какого-то времени утрешнего, чтобы у вас это все считалось как бы за завтрак. Вот, я просто беру 3 медных ложки, делаю в блендер. Все. Взяли, поставили, положили, закрыли и мешаем. Сколько мешать, меня спрашивают. Если блендер у вас есть, ну, буквально 20-30 секунд мешается. Но здесь такой нюанс есть. Я его всем говорю как такой лайфхак, чтобы знали. Сделайте коктейль чуть заранее, заблаговременно, что вы его будете использовать. Допустим, вот вы встали утром, выпили алоэ, травяной чай, пока вы мылись, все какие-то дела делали утром. А этот коктейль у вас уже
заранее приготовлен, то есть вы встали алоэ, выпили, сразу же сделали коктейль, он у вас в блендере стоит, вы пошли, свои дела сделали, он у вас постоял минут 10-15, он раскрылся, он с таким плотным стал, и вот тогда вы его используете. Вот тогда он будет очень вкусным, вкуснее даже, поверьте мне. Даже если вы в ручном режиме будете вот так трясти, поставите его, потом придете, пару раз стряханули опять, и используйте, то есть кушайте. И пейте достаточно медленно, наслаждайтесь вкусом. Чем, скажем, вы будете медленнее пить, тем насыщение будет и дольше, и качественнее, и вкусы будут восприниматься по-другому. Проверено. Не нужно залпом выпивать, это не алкоголь, это тот продукт, которым нужно наслаждаться в принципе, потому что это не только полезно, это еще и вкусно безмерно. Итак, вот примерно вот он такой по консистенции, видите, да? То есть используем. Теперь мы сделаем шоколад вкус. Точно так же. Как я уже сказал, вот эти вкусы, когда они постоят густые, они еще станут погуще. Вы имейте в виду, когда вы будете делать, попробуйте, ну, если в клуб есть возможность прийти, придите в клуб, попробуйте здесь у своего консультанта разные вкусы, походите по абонементу, попробуйте разные сочетания, и выберите свой какой-то фаворит, и уже будете знать, что вам конкретно можно будет заказать. И все же рекомендую, чтобы у каждого был коктейль на кухне. Всегда такие ситуации возникают, когда мы не успели приготовить что-то или еще как-то. Можем спокойненько взять, сделать за минуту коктейль и потом со спокойным уже желудком, аппетитом, под контролем все это приготовить, не спеша. Возможно, даже вам потом уже не захочется кушать. Вот коктейль у нас шоколад. Ну, он значительно уже гуще, чем у нас был другой крем-брюле. Ну, вообще, в принципе, если так взять, мне кажется, все же крем-брюле маленько чуть-чуть погуще будет даже, вот, чем ванильный, допустим, или... Хотя пина-колада, они примерно одинаковые. Ну и давайте еще приготовим клубничный вариант, для того, чтобы уж понять действительно, какой как выглядит, какой гуще. И я вам сказал, прорекламировал, что это must have, то есть это то, с чего надо начинать, в принципе, да. Но вам же интересно, как он выглядит, какой он по густоте. И мы их сравним. Я вам потом ложечкой возьму, подниму, и вы посмотрите, как они вообще выглядят. Точно так же делаем жидкости. Примерно 250, 270, уж 300 миллилитров. Я всегда на глаз делаю. И делаю, в принципе, не меньше 4 ложек. То есть, я пью несколько раз коктейль в день, для того, чтобы набрать свою норму белка. То есть вот такой вот вариант. Также у нас без горочки. Все мы, как бы я уж не убираю, да, горочку, как я вам показал на крем-брюле, то есть как срезать можно прямо, а саму баночку. То есть я просто на глаз беру и таким образом снимаю. Одеваем крышечку. Вот смотрите, какой красивый вкус. Красивый вкус, да? Красивый цвет, хотел сказать. Видите, как удачно взбивать в блендере, да? Хотя я налил воды гораздо меньше, а получилось по объему больше. Потому что блендер, он как бы поднимает, он делает такую, скажем, структуру более воздушной, легкой. Вот эти вот ваниль вкус, он хорошо вот использует. Ну и вот, давайте я вам покажу. 3 варианта. Итак, ребята, смотрите, у нас 3 вкуса. Слева направо клубничный, шоколадный и крем-брюле. Напомню, да, что они все разные по консистенции. Вот эти более, скажем, жидкие, эти более густые. Давайте вот с обычного клубничного, который всем должен заходить по консистенции. Смотрите, вот он вот такой по консистенции. Он легкий, мешается везде и во всем легко. Давайте теперь крем-брюле. Примерно такой же по консистенции, может чуть-чуть поплотнее. Вот, и теперь шоколад.
Вот, шоколад уже, видите, более такой погуще. Смотрите, кому как. Это коктейли вот эти вот после приготовления постояли, ну, я не знаю, минуты, может, 3-4, может, 5 максимум. То есть вот после этого они вот такие. Может, чуть попозже они будут еще погуще этот и этот. Поэтому имейте в виду, пробуйте разные продукты. Они все разные по консистенции, по вкусовым решениям. Вы найдете для себя что-то, то, что вам действительно понравится. Ну, не знаю, как вам, даже мне самому обзор понравился. А тем более, что сейчас мне понравится их пить все три. Как вы думаете, сколько белка здесь во всех трех? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И немного ли это будет для меня? Вы смотрели обзор коктейля Формула-1 русскоязычного региона. В разных странах ассортимент отличается, вкусовые решения тоже отличаются. Компания работает над вводом новых вкусовых решений, и линейка будет пополняться. Конечно, будут новые продукты, будут новые обзоры, будут новые видео. Если вам понравилось, нажмите палец вверх, напишите в комментарии благодарность. Можете написать что-то от себя лично. Если вы хотите все-таки начать пользоваться, пожалуйста, пишите мне в WhatsApp или в Telegram. Контакты есть в описании. Или переходите на сайт на мой. Переходите оттуда в нашу группу в Telegram или в Инстаграме меня смотрите. Все, до следующих видео. Всем пока.